Привет, друзья! Сегодняшний день в Германии за ее пределами снова ставит Европу перед вопросом, кто действительно управляет ситуацией. В Гамбурге полиция круглосуточно охраняет квартиру экс-канцлера Олафа Шольца, которая используется нерегулярно, а расходы несут налогоплательщики. В Париже Лувр оказался в центре громкого расследования, исчезли драгоценности императорской эпохи, но есть нюансы. Тем временем в Вашингтоне Дональд Трамп меняет стратегию и вводит новые санкции против российских нефтяных компаний, шаг, который может изменить мировой рынок энергии. А в Брюсселе новые споры о сырьевой независимости Европы. Урсула фон дер Ляйен предупреждает о дефиците ресурсов и намекает на возможный кризис. В Берлине канцлер Фридрих Мерц критикует директиву, которая, по его словам, угрожает промышленности и рабочим местам. Все разберу прямо сейчас. Поддержите канал подпиской. Впереди только самые важные новости последнего часа. Итак, в Гамбурге круглосуточно охраняют почти пустую квартиру Олафа Шольца, и это стоит миллионы евро ежегодно. Хотя Шольц уже давно живет в Потсдаме, его вторичное жилье в Гамбурге Альтона продолжает патрулироваться 24 часа в сутки. В 2024 году полиция провела там 28 256 часов охраны. В предыдущем свыше 29 тысяч часов. За первую половину 2025 года уже более 14 тысяч часов. Годовые расходы на такие меры могут достигать до 2 миллионов евро, и эта нагрузка ложится именно на городской бюджет Гамбурга. Федеральное правительство с 2022 года участия не принимает. Критики выражают резкое несогласие, представители профсоюза полиции называют такой объем охраны неприемлемым, особенно учитывая, что большая часть времени квартира остается без хозяев. Союз налогоплательщиков Гамбурга подчеркивает, когда десятки тысяч жителей ищут доступное жилье, на неиспользуемые помещения тратятся огромные ресурсы. Из офиса Шольца отвечают, что квартира регулярно используется, но на вопрос, не планирует ли он отказаться от нее, ответа пока нет. Эта история не просто о безопасности одного политика, это о прозрачности, об ответственности перед гражданами и о том, сколько может стоить государственная забота, если не контролируются ее масштабы. И это только начало. Я вам на днях рассказывал, что в Париже зафиксирована дерзкая кража в Лувре. Группа лиц незаконно проникла в музей и за короткое время похитила исторические драгоценности из зала галереи Аполлон. Но интересно то, что по последним данным полиции преступники столкнулись с серьезными трудностями уже на начальном этапе. Они не смогли открыть витрину, где хранилось королевские украшения при помощи угловых шлифовальных аппаратов. Около 9 часов 34 минут утра они разбили стекло окна балкона, через которое вошли в выставочный зал, что активировало сигнализацию и автоматическую цепочку оповещения полиции и Министерства внутренних дел. Далее преступники пробили небольшие отверстия в витринах и вручную извлекли ювелирные изделия, среди которых оказалась корона императрицы Евгении. Во время бегства корона была утеряна и обнаружена с повреждениями. Двое сотрудников музея попытались остановить нарушителей, но вскоре отступили, опасаясь за безопасность. Через 3 минуты 52 секунды после начала проникновения злоумышленники покинули зал и скрылись, используя грузовой подъемник, опускаясь на улицу первого этажа музея. Сумма ущерба оценивается примерно 88 миллионов евро. В пресс-службе прокуратуры подтвердили, что следствие поручено специализированному подразделению по борьбе с кражами в области искусства. Руководитель музея Лоренс Декарс признала серьезные проблемы в системе безопасности и предложила уйти с должности. Однако министр культуры Рашида Дати отвергла ее отставку. Расследование продолжается, оцениваются записи, отрабатываются телефонные коммуникации и другие улики. Правоохранительные органы рассматривают версию участия организованной преступной группы в этом преступлении. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о надвигающемся глобальном кризисе сырьевых ресурсов, который может затронуть ключевые отрасли экономики. В своем выступлении она подчеркнула, что дефицит критически важных материалов, таких как, например, литий, кобальт и редкоземельные элементы, уже сказывается на производстве аккумуляторов и солнечных панелей. По ее словам, зависимость от поставок из третьих стран, особенно из Китая, делает Европейский Союз уязвимым к внешним экономическим и политическим потрясениям.
Фон дер Ляйен призвала к ускоренному развитию стратегической автономии Европейского Союза в области сырьевых ресурсов. Она предложила усилить переработку вторичных материалов, инвестировать в новые технологии добычи и переработки, а также диверсифицировать поставки через сотрудничество с надежными партнерами. Ее заявление прозвучало на фоне растущих опасений по поводу глобальных цепочек поставок и усиливающейся конкуренции за ограниченные ресурсы. ЕС стремится обеспечить сегодня долгосрочную стабильность и независимость в этой критически важной сфере. А дальше еще интереснее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые кардинально изменил курс своей администрации. Он объявил о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Это смелый шаг, который призван ограничить доходы Кремля и поставить под вопрос устойчивость нефтяной модели. В Москве уже заявили, что ограничения не повлияют существенно на экономику. В прошлом уже были такие прецеденты, когда российские компании использовали непрозрачные схемы и альтернативные маршруты, чтобы сохранять экспорт нефти. Но суть проблемы в том, что российское сырье является ключевым источником валютной выручки для государства. Санкции Трампа направлены на то, чтобы перехватить эту денежную ветвь и затруднить финансирование государственных программ и внешней политики. Однако у этой стратегии есть и уязвимость. Российские нефтяные потоки уже давно перемещаются через структуры, которые трудно на самом деле отследить официальными механизмами. Метод включает смену владельцев, фальсификацию документов и смену флагов судов. Другой риск – это ответная реакция торговых партнеров. Некоторые страны Восточной Азии и Африки могут продолжать покупать нефть через транзитные схемы, снижая эффект жестких санкций. Трамп и его администрация будут вынуждены адаптировать меры и повышать давление, чтобы сохранить эту эффективность в выбранной стратегии. В международной повестке этот шаг рассматривается как серьезный поворот. Соединенные Штаты Америки демонстрируют сегодня, что готовы применять санкционное оружие и в энергетическом секторе, там, где прошлые меры оказывались менее эффективными. Решающее сейчас – это будет ли этот санкционный режим способен перекроить поток денег и заставить систему сопротивляться в новых условиях. Тем временем разворачивается новая интрига. Совет Европейского Союза официально утвердил новый, внимание, 19-й по счету санкционный пакет. Эта мера нацелена на резкое сокращение доходов России от продажи газа и нефти. Ключевой элемент пакета – это полный запрет импорта сжиженного природного газа ЛНГ из России с 2027 года, что на год раньше, чем планировалось раньше. Наряду с этим вводятся дополнительные ограничения в финансовой сфере и внешней торговле, а также усиление контроля над передвижениями дипломатического корпуса российских дипломатов в пределах Европейского Союза. Долгое время сдерживали это решение Словакия и ее премьер Роберт Фицо, но в среду Словакия, я вам говорил, отозвала свой вето-протест, что позволило окончательно принять эти санкции. Как указала датская председательница Совета Европейского Союза, юридические тексты санкционного пакета будут опубликованы в течение дня. По оценке ряда европейских лидеров, новая санкционная мера носит огромное значение, как сигнал солидарности в обороне европейских ценностей. Санкции вступят в силу после завершения юридической процедуры и их публикации и ратификации странами-членами. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии разгорается новая экономическая дискуссия. Канцлер Фридрих Мерц резко раскритиковал решение Европарламента по так называемой директиве о цепочках поставок. Эта директива обязала бы крупные компании контролировать, чтобы их поставщики по всему абсолютному миру соблюдали трудовые и экологические нормы. На первый взгляд идея благородная, но Мерц предупреждает, в нынешнем виде закон может ударить по европейской промышленности и привести к потере рабочих мест. По его словам, это фатальная ошибка, которая сделает производство в Европе дороже и даже сложнее. Мерц призвал депутатам пересмотреть решение и вернуть здравый смысл в экономическую политику. Его позицию поддержали и представители бизнеса. Немецкая ассоциация автомобильной промышленности заявила, что новые правила создают слишком большие риски для тысяч средних предприятий, которые и без того переживают трудные времена. Теперь Европарламент готовится снова рассмотреть документ. От того, какие поправки будут признаны, зависит, сможет ли Европа сохранить тот баланс между моральными принципами и экономической реальностью.
А вот следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В Евросоюзе вводится новый контроль над дипломатическими поездками. Российские дипломаты и консульские служащие должны будут заранее сообщать о своих планах перемещения между странами Европейского Союза. С 25 января следующего года такие поездки придется объявлять минимум за 24 часа до выезда, как в стране назначения, так и в странах, через которые будет проходить сам маршрут. Более того, страны Евросоюза получат право требовать разрешения на въезд или транзит этим лицам и при необходимости блокировать поездку. Цель такого шага – это усилить меры против шпионажа и дезинформации. Европейский Союз считает, что некоторые дипломаты используются для скрытых операций, направленных на влияние и безопасность стран Союза. Важно, внутри страны, в которой дипломат официально аккредитирован, регистрация не нужна. Нарушения новых правил могут повлечь за собой лишение дипломатической аккредитации. Это решение вошло в пакет новых санкций Евросоюза, которые также предусматривают и дальнейшее ограничение импорта сжиженного газа, как я сказал, и дополнительные меры в финансовой сфере. Нововведение сигнализирует, в Европейском Союзе не намерены допускать, чтобы дипломатический статус использовался как ширма для секретной деятельности. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Сегодня Министерство внутренних дел Германии объявило новые меры по обеспечению безопасности в городах и ужесточению депортаций. Федеральный министр внутренних дел Александр Домбриц заявил, что превращение центров городов в безопасное пространство – одна из приоритетных задач федерального правительства. При визите в Дрезден он осмотрел работу совместной городской полиции и местных служб, подчеркнув, что нельзя допускать, чтобы центры городов становились небезопасными. Домбриц предлагает индивидуализировать решения с учетом конкретных районов и точечных криминогенных зон, усиление полицейского присутствия, профилактика и быстрая реакция. Но главным акцентом стало сообщение о планах расширения депортаций. Теперь речь идет не только о странах, где уже возвращают лист с судимостью, но и о тех, куда ранее депортации были практически невозможны. В число таких, например, входит Сирия, куда, по словам министра, в будущем начнут отправлять правонарушителей. Напомню, дискуссия об усилении мер безопасности в городах получила дополнительный импульс после заявления канцлера Фридриха Мерца, который обратил внимание на необходимость исправления прежних упущений миграционной политики. И хотя планы Домбрита вызвали резкую критику со стороны правозащитников и протестные акции в правительстве подчеркивают, нельзя оставаться в стране, когда центры городов стираются преступностью. А вот следующая новость способна удивить. В Германии разгорается скандал вокруг Deutsche Bank. Новая генеральная директорка Эвелина Пала предложила масштабный план реформирования компании, который уже вызывает широкую дискуссию. Пала, напомню, назначенная на пост в октябре 2025 года, обещает перевернуть компанию с ног на голову, сократить бюрократию, передать больше полномочий региональным руководителям и ускорить принятие решений. Однако ее план уже столкнулся с серьезными препятствиями. Одним из первых шагов стала отставка Сигрид Никута. Это главы грузового подразделения Deutsche Bank Cargo, которая не справилась с многомиллиардными убытками и критикой со стороны профсоюза. Пала также столкнулась с сопротивлением внутри компании. Профсоюз выразил недовольство назначением Дирка Ромфа на пост главы дочерней компании InfoGo, обвиняя его в неудачных инфраструктурных проектах. Кроме того, Пала анонсировала амбициозную программу модернизации, включая ремонт 40 главных железнодорожных линий до 2036 года и повышение пунктуальности, внимание, до 70% к 2029 году. Однако эксперты считают эти цели малореалистичными. Новая стратегия Палы должна вступить в силу с 1 января 2026 года и ожидается, что она будет включать в себя децентрализацию управления и усиление ответственности именно региональных подразделений, однако уже сейчас очевидно, что путь к реформам будет все-таки тернистым. Но это лишь часть масштабных изменений. В Берлине сотрудники службы доставки Lieferando устроили забастовку в знак протеста против планируемого сокращения около 2000 рабочих мест. Демонстрация организована профсоюзом НГГ и проходит на фоне 6-го раунда переговоров между работодателем и профсоюзом о социальном плане и компенсации. Компания заявляет, что сокращение затронет, внимание, около 20% всей водительской службы, особенно в Гамбурге, где планируется передача части
доставки именно внешним подрядчикам. В Берлине уже был проведен тест с привлечением субподрядчиков. Профсоюз обеспокоен ухудшением условий труда и, возможно, эффективной самозанятостью среди работников субподрядных компаний. Сама компания-перевозчик отвергла обвинения профсоюза в манипуляциях и заявила, что такие протесты не повлияют на потребителей, поскольку большинство сотрудников продолжает работать, однако профсоюз продолжает свою борьбу за улучшение условий труда и сохранение рабочих мест. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.